Сделать я ее, конечно, сделала, и вы тоже сделаете, если посмотрите это видео, если не передумаете. Но это видео не о том, как сделать легко и быстро раковину из бетона, как у других блогеров. Даже не надейтесь. Зато она всего вам обойдется в 2000 рублей. А что, плохо что ли? Мне кажется, тоже хорошая экономия. Сегодня пилим тазики, замешиваем раствор, выкидываем его в помойку, чтобы сделать выводы о содеянном. То ли руки не с того места. Собственно, как и весь мой ремонт. Вообще ничего не смыслю. Но, как всегда, через терник к звездам все равно приходим к своей мечте. Но вначале несколько слов о спонсоре сегодняшнего показа, компании Царсонит, без которого это видео не скоро бы еще состоялось, поэтому я им очень благодарна. Они мне предоставили вот такой классный смеситель, который я, кстати, выбирала сама. У компании Царсонит достаточно большой выбор смесителей на любой вкус, цвет, размер и кошелек. Этот конкретно из коллекции Flavis, мне он понравился тем, что у него носик идет под углом, и, соответственно, струя воды тоже будет идти немножко под углом, чтобы она лилась все-таки не в борт раковины, так как мне придется его поставить сбоку, а немножко туда вот по направлению к центру. Ну и плюс, как видите, этот как бы стандартный цвет хром, самый распространенный, но вы также можете найти и черный матовый. Небольшой спойлер тут вам о концовке этого видео. А вот так он смотрится уже в деле. Посмотрите, как классно вписался в мой немножко такой аутентичный и небрежный дизайн, несмотря на то, что он современный вполне. При этом он не выглядит громоздко, совершенно не мешается, максимально компактный, минималистичный. И также я рада, что не прогадала с выбором данной конструкции. Струя действительно идет под углом, практически стремится к центру раковины, плюс достаточно длинный носик, и умываться под таким краном будет очень удобно. Одним словом, довольно как удав. Это известная российская компания, которая существует уже много лет на нашем рынке, и у нее просто огромный ассортимент и по плитке настенной, и по керамограниту. И что мне очень нравится, на сайте вы всегда можете найти и советы экспертов, и примеры интерьеров, и дизайнов. Вы можете даже сконструировать свою ванную и посмотреть, как это будет выглядеть, а также рассчитать стоимость и количество материалов, которые вам понадобятся. Кстати, очень заметно, как компания заботится о своем клиенте, потому что на сайте вы можете найти миллион статей на темы дизайна, о том, как правильно установить ту или иную технику, как правильно наклеить плитку, как ее чистить и так далее. Да после таких наглядных и подробных инструкций, мне кажется, даже я смогу смеситель установить. Так что, если инструкции в коробке вам недостаточно, сложностей у вас все равно не возникнет. Кстати, кто после просмотра сегодняшнего видео вдруг перехочет делать раковину сам, вы можете найти готовую как раз у компании Царсонит. И еще классно то, что их продукция очень широко представлена и в магазинах ваших городов, да еще и на Озон, где всегда можно посмотреть отзывы живых покупателей. А еще есть такой примечательный момент, что один из заводов компании Царсонит находится в нашей Самарской области. Привет, Сызрань! Кстати, Сызрань мы за глаза называем городок мастеров. Вот так. Ну, а я считаю, какой бы ни был бюджетный ремонт, две вещи, на которых нельзя ни в коем случае экономить. Это электрика и сантехника. Потому что экономия на таких вещах может обойтись очень дорого. Ну, а ссылку на данный смеситель, а также другую продукцию компании Царсонит оставлю в описании под этим видео. И спасибо всем, кто досмотрел эту интеграцию до конца, потому что так вы помогаете мне зарабатывать на новые проекты и новые видео. Первым делом подготовим тазик, который будет внутренней частью опалубки. С дна этого тазика нужно удалить бортик. У меня для этой цели есть маленький гравер, но можно справиться и с подручными средствами вроде канцелярских ножей и обычной шлифовальной шкурки. Также я зачем-то сошлифовала и надписи со дна, хотя впоследствии все равно залеплю их пластилином. Ну тогда я об этом еще не знала. Тазик в моем случае слишком глубокий, и мне нужно отрезать столько, чтобы внутрянка моей раковины получилась примерно 10 плюс-минус сантиметров. Она же и глубина будущей раковины, но здесь вы будете делать уже по своему усмотрению. Резать пластик можно также канцелярским ножом, но лучше это делать не острием, а тыльной стороной лезвия, либо пилой с мелкими зубчиками. Ну а я опять использую гравер. Внешнюю часть опалубки оставляю высокой, только срежу верхнюю кромку тазика, чтобы его край плотно прилегал к поверхности. И также срезаю дно. Как вы уже, наверное, поняли, развлекаловка закончилась. Пора переходить к самому ответственному делу. Главное только опять ничего не запороть. Я взяла в хозяйственном магазине такой самый обычный слив, пластиковый, дешевый.
Его нужно будет прикрепить вот сюда, но мне сначала нужно сделать выпуклое дно, потому что если я сейчас прям так залью, и еще под весом цемента, скорее всего, продавится чуть-чуть дно тазика, у меня тогда дно будет выпуклое в раковине, а мне нужно как раз-таки наоборот. И я ничего лучше не придумала, как сделать ее из пластилина. Пластилин положила на солнышко, он полежал где-то примерно часок, и уже стал мягкий, податливый, им намного удобнее будет работать. Кстати, в этот замес обычного детского пластилина, который продается в канцтоварах, я добавила садовый пластилин, который стоит копейки и продается в хозяйственных магазинах. По мне, так он мало чем отличается от художественного пластилина, он меньше прилипает к рукам. Ну а дальше пошла самая нудная и самая кропотливая работа по выравниванию всей этой конструкции. И здесь, конечно, пришлось повозиться. Равняла, в общем, выровняла, насколько смогла, поняла, что идеально нереально. В целом, вроде более-менее прилично выглядит. Сначала думала вот эту штуку тоже пластилином замазать, но нашла отличное решение, крышка от аэрозоля какого-то. Еще прям идеально входит и выходит между крышкой и сливом. Сделаю плавный переход. Замажу пластилином аккуратно, чтобы потом легко было выбить и ничего не сломать в самой раковине. Ну вот как-то так. И теперь собираем всю нашу конструкцию. Я нашла вот такую ЛДСП панель гладкую. Ее буду использовать как основание. Сейчас оберну пленкой, чтобы она не испачкалась. Вдруг еще пригодится в каких-нибудь моих безумных проектах. Теперь мне нужно сделать подставку под вот эту внутреннюю деталь, чтобы она не прогнулась под тяжестью цемента. Высотой ровно с глубину этой детали. Подпорку из картона буду фиксировать горячим клеем. И также горячим клеем фиксирую на нее саму опалубку. Приклеиваю на место слив. Теперь мне нужно подровнять вот здесь пластилин у слива и замазать весь периметр. Блин, я же говорила, что зря эту пленку намотала, потому что из-за этой пленки все ерзало, не прилипает к ней пластилин, короче, неудобно. Без покапа, как без праздника. И еще в процессе я поняла, что нужно было зашкурить края тазика после распила. Конечно, делать это надо было до того, как я налепила дно. Также сразу подшкурила и вторую деталь изнутри. Я заново посадила опалубку на тот же пластилин, правда, уже несколько другим способом. Пришлось, конечно, повозиться, вот что получилось. Но лучший враг хорошего оставляю так. Самая сложная часть. И нет, это не отливка. Это рассчитать, сколько чего нужно добавить в раствор. Держите за меня кулачки, пожалуйста. Но так как я буду еще это и порционно делать, то есть мне сейчас еще для каждой порции надо это все рассчитать. В инструкции сказано, что фибру нужно замочить на 10 минут, причем замочить половину из той, что требуется, а мне требуется 50 грамм. Это значит 25 грамм мне сейчас нужно будет замочить в воде. Замешивать решила по 2 кг, так как все делится на 5, будет удобно делить все части. Отмеряю 2 килограмма раствора. 400 грамм воды. Сначала перемешиваю пескобетон с водой. Стоп! Надо же было сначала с фиброй перемешать, с сухой, а потом добавить мокрую. Ёшки-матрешки, кто придумал эти технологии? Добавляем 5 грамм сухой фибры. Только я теперь хз, перемешаю это все или нет. И 5 грамм замоченной фибры. И добавляем 10 грамм пластификатора. Вот сразу такой жиденький становится. Но это и хорошо. Нам же его сейчас лить надо будет. Я сразу положила будущую форму на такой поддон деревянный, чтобы потом создавать вибрацию было легко и выгонять пузыри. Протерла уже тазик. Смазываю сначала здесь хорошенько мыло, обильненько. Пластилин, кстати, не обязательно, это просто случайно уж попало. Кстати, отметила примерно до какой высоты заливать. Карандашом просто пометила линию. И нужно смазать мылом вот эту внутреннюю часть. Тоже хорошенько. Так, теперь нужно умудриться это все ровно прикрепить, чтобы толщина раковины была везде одинаковая. Только вот пластилин у меня нифига не клеился к обильно смазанной мылом поверхности.
Ну, короче, задолбалась я с этим пластилином и в итоге приклеила все на горячий клей. Распределяю первую порцию по всему периметру, заливаю понемножку, чтобы не было много пузырей и чтобы раствор хорошо растекся. Теперь вибрируем. Раствор у меня вытекает, о нет. Я так понимаю, вы плохо держали за меня кулачки. Клей весь отклеился. Мне в срочном порядке пришлось обратно все это туда, что успела собирать. Все остальное, естественно, вытекло. И что теперь делать? Мораль всей сказки такова: используйте герметик, люди, чтобы собрать опалубку. И вот вам две хороших новости. Пластилин легко отмылся холодной водой без повреждений. И силиконом я замазала все гораздо быстрее и проще, чем делала это пластилином. Все, после такого мне точно нужна пауза с чаем и печеньками. Залила. Вот здесь чуть-чуть капельку прям просачивалась, вроде перестала. В остальных местах все нормально, держится, слава яйцам. Проверила еще на всякий случай уровень, чтобы потом раковина у меня не получилась кособокая. Все равно вот где-то вода просачивается. Хотя я видела, что у тех, кто делают подобные опалубки из тазиков, у них тоже такая ситуация происходит. Наверное, это норма. Из тех 2 запоротых килограмм решила попробовать сделать вазочку. Посмотрим, что из этого получилось. Тяжеленькая. А что, смотрите, какая прикольная получилась. Я специально в пузыри не выгоняла, чтобы она такая была странноватая по виду. Вот здесь вот подшлифовать внутри как-то, как пока не знаю. Это же все-таки бетон. Но, мне кажется, вообще прям очень интересно смотрится. Покрыть лаком. И можно, например, сюда складывать фрукты. У меня прошло уже почти двое суток. Я вот думаю, может не трогать. Стоит оно и стоит. Но как бы страшно не было, трогать все равно придется. Сейчас будем как-то это все аккуратно отцеплять. Герметик от тазика отслоился сам по себе. Здесь даже стараться не пришлось. О, тяжеленькая. Как ее отодрать-то? Здесь даже все целенькое осталось, можно еще раз использовать. О, моя задумка с крышкой от спрея. Ой, ой, ой. Отличная оказалась. Легко все вытащилось. Смотрите, что тут открывается, какой вид. Ну, не идеально, но похвально. Покажу поближе. Рытвинки придется подделать кое-где. Края, естественно, придется подровнять, но это сразу понятно было. Самое главное, вот эта штука аккуратно получилась. А вот эту мелочь, ну ладно, заделаем. С наружной частью пришлось повозиться немножко подольше, потому что я вспомнила, что забыла смазать ее мылом, когда второй раз собирала опалубку. Мне нравится, что она получилась с разводами, хоть и без колеров. Я на это рассчитывала. Все равно какие-то вот неровности, микрофибры вот здесь особенно в начале много добавила. Рытвинки. Мне под мой стиль это подходит идеально. В целом, смотрите, ну рабочий же вариант. Раковина-то получилась. Еще одна хорошая новость, я наконец-то завела телеграм-канал. Да, я это сделала. Поэтому присоединяйтесь, там я буду показывать все, что не вошло в видео, плюс какие-то подробные разъяснения, пояснения к вашим вопросам. Ну и просто будем весело проводить время, общаться, смеяться, заряжаться позитивом, вдохновляться и так далее. А еще я там буду разыгрывать для вас подарки, необходимые для ремонта и декора в вашем доме, так что обязательно подпишитесь. Видела, как делают профессиональные мастера бетонные раковины. Они их шлифуют после того, как вытаскивают из формы. И затем еще заделывают все рытвины специальными какими-то составами. И вот мне сейчас предстоит выяснить, что это за состав, либо самой что-то придумать. И пока, чтобы она продолжала набирать прочность, я ее просто помещу в тазик с водой. Сейчас пойдем из тайника добывать раковину. Где ты, моя хорошая, где? А вот, кстати, родители об этом не знают. Мам, пап, привет. Вот этот осадок здесь был. Это не с нее, но мне кажется, она тоже какая-то стала прям такая белесая.
Дальше с какого-то фига я решила, что бетон легко отшлифуется обычными шкурками шлифовальными и шлифмашинкой. Я начала с 40-го зерна, но это меня не спасло. Все шкурки очень быстро отправлялись в утиль, а вид раковины не особо менялся. Сейчас возьму насадку на шуруповерт и вот такую черепашку на 100 зернистостью. Много искала информации в интернете, какую надо для бетона, но конкретики нет, поэтому придется все, как всегда, методом проб и ошибок. С черепашкой дело пошло повеселее, хотя, конечно, шуруповертом не так удобно работать. И думаю, что даже зернистость можно было взять где-нибудь на 80 и даже на 50. Так, ну, в общем, это все, на что хватило моих способностей. Не везде равные толщины края получились. Смотрится в целом хорошо. Господи, да кого я обманываю? Хреново я ее отшлифовала. То ли руки не с того места, то ли шлифмашинка для этого не предназначена. Вот стрельнула у папы болгарку. Долго не хотела я знакомиться с этим монстром, но, видимо, придется. Так что сейчас продолжим. Вы знаете, не так страшен черт, как его малюют. Я уже, в принципе, даже подружилась с этой штукой. Ну вот тогда так получше уже. Муж сказал, что он даже бы не заметил, если бы я не сказала, что там где-то что-то неровно. Влюбленный дуралей. Первую шлифовку я сделала, более-менее, ладно, пойдет. Продолжим. Теперь хочу все поры затереть, замазать все раковины каверны. Я, естественно, в этом вообще ничего не смыслю. Первый опыт вообще в моей жизни, и приготовила поэтому готовую акриловую шпаклевку для замазки трещин в бетоне. Хочу все-таки чуть-чуть добавить в нее ПВА-клея для пластичности. И, возможно, понадобится прям капелька воды, чтобы она была пожиже, и можно было прям ее хорошо втереть. Вот вам тоже авторский рецепт. Намешала все на глаз. А крупные каверны потом подмажу аккуратно с шпателем и уже не разбавленной шпаклевкой. Излишки хочу убрать салфеткой, чтобы потом не пришлось слишком много шкурить это все. По внешней стороне я прошлась шпательком, потом буду зашкуривать именно шпаклевку, так, чтобы прям до бетона, бетон максимально потом вскроется, а все неровности будут как раз под шпаклевкой. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Сначала я начала шлифовать раковину по-мокрому, обычными абразивными шкурками, не алмазными. Делала это шлифмашинкой, и у меня очень быстро все круги полетели в урну. Я решила продолжить вручную, но затем попробовала по-сухому, потому что все-таки заделывала я эту раковину обычной акриловой шпаклевкой, которая, по идее, должна шлифоваться на сухую. И это дало более качественный результат в плане гладкости и ровности. А потом я продолжила вручную вот такими шлифовальными абразивными губками. Здесь начинается от зерна 120 и заканчивается 1000. И вот я по очереди каждой из них прошлась. Получилось в итоге не идеально, но мне для моего интерьера эта раковина отлично подойдет и отлично впишется со своей неидеальностью. Некоторые каверны не заделались до конца. Провожу пальцем по этим кавернам, хоть они и залеплены, но чувствуется углубление, то есть материал шпаклевки выбрался. И, возможно, здесь нужно использовать либо эпоксидную шпаклевку, либо, может быть, я не знаю, автомобильную, может быть, микроцемент. В общем, это надо экспериментировать. Бесплатно такую информацию никто не выдает. Все это меня натолкнуло на такие мысли, что если вы хотите идеальную раковину, выглаженную до блеска, до глянца, то все-таки без специальных инструментов, насадок и приспособлений это миссия невыполнима. И если вы перфекционист, для вас, конечно, изготовление раковины на коленках не вариант. Но если вы так же, как и я, любите что-то несовершенное, то почему бы и да. О, схематически изобразила будущую конструкцию. Правда, тумбочка будет покороче, как раз на ширину моей полосатой стены. Но
уже кое-что вырисовывается. Буквально на пару минут вас сейчас отвлеку, потому что очень хочется показать, что мы будем делать в следующем видео. Вот такую тумбочку под раковину. И необычная она тем, что сделана из натурального дерева. Она броширована, то есть в ней выделена фактура дерева. Вот это все мы будем с вами делать в следующем видео, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Покрывать буду тем же лаком, что и гальку в ванной, которую делала тоже из цемента. Если кто не видел это видео, обязательно посмотрите. Очень увлекательно. Пол, кстати, получился классный, до сих пор им довольны, и я, и муж. В общем, техника рабочая, особенно если у вас поблизости нет горных речек или морей. Покрывала салфеткой, потому что неохота потом выкидывать кисточку. Лак очень жидкий, и он хорошо пропитывается внутрь. Также покрывала на улице, потому что у него очень сильный запах. Если бы я это делала в пределах квартиры, то однозначно бы на балконе. Это специальный лак для бетонных покрытий и камня. Также мне очень нравится, что этот лак, как видите, практически не меняет цвет, в отличие, например, от эпоксидной смолы, которая сильно желтит. Первый слой, как правило, не дает сильный глянец, так как он впитывается, а вот со вторым слоем, скорее всего, будет раковина сильно блестеть, и я ее все-таки замотую, чтобы убрать лишний блеск. Вот так раковина выглядит после 3 слоев лака. Шлифовать буду тысячной шкуркой. У меня такая мягкая губочка. Просто ее замотую и все. И проверим на гидрофобность эту раковину. Если капельки не растекаются, а собираются вот так в одну большую каплю, это говорит о том, что раковина водонепроницаемая. Реально прочная получается раковина. Она у меня в итоге упала с той бочки, на которой я ее покрывала лаком. Ну, как видите, целая. Ура! Наконец-то раковина готова. Можно ставить ее в ванную. На новую испеченную тумбочку, которую я тоже сделала своими руками. Тумбочка уже на месте, все нормально. Сейчас проверим выпуск. Входит или не входит. Ну, вроде бы входит. Момент истины сейчас будет. Держите кулачки. Полилась водичка. Так, сейчас красоту наведу, нормальный кадр вам покажу. Ну вот, другое дело. Ну, посмотрите ж. Ну, ляпотаж. В общем, как видите, все это вполне себе реально. Обошлась она мне там в каких-то 2000 рублей. Цены я вам показывала, какие сейчас на овальные раковины. Но она же круто смотрится, не знаю, мне очень нравится. Напишите что-нибудь, не?